Коврики для компьютерных мышей. В основном недооцененный девайс среди геймеров, предпочитающих вкладываться в более продвинутую мышь, которая сможет переварить любую поверхность и достичь ожидаемого результата в одиночных и мультиплеерных проектах. В то же время рынок ковров насыщен интересными предложениями, стартующими в рознице от $1–2 и доходя до вариантов за сотни единиц национальной валюты США. Есть ли отличия между коврами в относительно бюджетном сегменте от брендов, позиционирующих свои продукты сугубо геймерскими? HyperX Fury S Pro Speed Edition, Cooler Master MP510, T-Sora Aegis X2. Формат оценок будет представлен в виде трех отметок: плохо, нормально и хорошо. Ковры будут тестироваться с двумя мышами: Logitech G102 Light Sync и Sven RX G970. В первый установлен обновленный в 2020 году сенсор Logitech Mercury с максимальным порогом 8000 dpi, во второй стандартный игровой сенсор бюджетного уровня Avago 3050. HyperX Fury S Pro Speed Edition – один из трех видов ковров, предлагаемых брендом в данный момент. Два других варианта представлены в виде такого же ковра, но с покрытием Control, и в виде варианта Fury Ultra с RGB подсветкой по кругу. Коврик выполнен в виде ткани с мелким плетением, прошитыми краями и резиновым основанием. Имеются 4 размера – S, M, L и XL. В версии Speed меньше трений, чем в Control, что позволяет мыши двигаться быстрее. Поставляется ковер в вытянутом боксе с фирменными цветами бренда. На коробке можно найти размеры, фишки, логотипы киберспортивных организаций, но нельзя найти название материала, просто ткань. Ткань можно пощупать на самом ковре через сделанное в коробке отверстие, что является спорным решением, так как либо влечет грязь для нового устройства, которую явно не хочет на ковре видеть его новый владелец, либо невозможность пощупать эту ткань, если на коробке будет пластиковая защита в виде пакета. Сама ткань приятна на ощупь. Внутри коробки она располагается в подобии пластикового пакета, который занимает лишь третью часть от всего размера девайса, то есть если в дыру снаружи попадет грязь, ковер явно будет испачкан. После распаковки ковер не лежит плотно на столе, присутствуют волны. Ушли ли они, а также подробно о качестве разберем в дальнейшем по ролику. На самом ковре есть принт с логотипом HyperX, на обратной стороне логотип Kingston. T-Sora Aegis X2. Поскольку идет ориентир на официальные сайты производителя, в данный момент существует лишь два вида ковров – X2 и X3, отличающиеся размерами и оформлением боковин. Коврик выполнен из ткани мелкого плетения, которая из-за принта визуально иногда воспринимается пластиковой. Снизу также резина. Похоже, вытянутая коробка. Из слов на ее боковинах можно вынести размеры, преимущества, но опять же, никакого названия ткани. Кусочек ткани находится на одной из боковин коробки, ее можно пощупать. Края в данной версии X2 не прошиты, что соответствует информации на сайте производителя. Однако в большинстве каталогов представлены фотографии моделей с прошитыми боками, что можно списать на ошибку контент-менеджеров. Однако, в сети есть видео, где в данной коробке находится версия с прошитыми краями. Возможно, дело в ревизии, но на коробке в виде одной из ключевых особенностей описаны прошитые грани, а на изображении с размерами под определенным освещением виден прошитый край. По отзывам также можно заметить, что люди получают версию без прошитых краев. В то же время, на задней части, где особенности переведены на разные языки, строчка про прошитую грань отсутствует. Что это, непонятно. Артикул продукта соответствует. Еще один забавный момент. В особенностях указана устойчивость как минимум каплям воды, однако на наклейке импортера написано «не допускать контакта устройства с водой». В коробке ковер лежит без какой-либо защиты, что подтверждают отзывы и другие ролики распаковок. После раскручивания на столе у ковра присутствуют волны, намного заметнее тех, что были у Fury. Сама ткань ощущается вполне стандартной, какого-либо отторжения не вызывает. Cooler Master MP510 – одна из нескольких моделей ковров бренда, линейка которых достойна отдельного ролика. Отличается уникальной для сегмента тканью – кордура, прочный влагоустойчивый материал, но также он подходит для гейминга. Снизу привычная резина, края прошиты, присутствует логотип бренда, который должен светиться в темноте. Длинный бокс, название ткани также не видно, ее можно щупать на боковине. Правда, она располагается под пластиковым пакетом, который скорее всего не дадут снять до оплаты товара. По какой-то причине написано про микроскопическое плетение, хотя это явно не так. Коврик запакован полностью в пластиковый пакет. Никаких волн после распаковки не было, а минимальный сгиб в течение минуты после распаковки исчез. Что мы имеем в итоге? Решение здоровья Fury явно какое-то провальное и чисто дизайнерское. Названия ткани нет, сам ковер частично упакован в пакет. В сегменте, где поверхность ковра это все, очень неправильный подход по части отсутствия названия ткани, но очень маркетинговый. Aegis X2 вызвал недоразумение несоответствием информации комплектации, отсутствием какой-либо защиты, ярко выраженной волнистостью после распаковки. Подкрепляется это все тем же, нет названия ткани.
MP510 вызвал больше всего удовлетворения. В минус можно отнести лишь отсутствие названия ткани, которого по какой-то причине также нет на упаковке, но в пресс-релизах и в описании на сайте она выносится в ключевое преимущество ковра. Качество. От шикарной поверхности нет смысла, если она придет в негодность через пару месяцев. Что же могут предложить нам данные ковры? У Fury практически идеально прошиты края, нет торчащих ниток, стичинг очень аккуратный. Толщина ковра 3 мм, места боковин 4. Основная ткань очень мелкого плетения, самая мелкая из представленных и скорее всего мельче, чем в версии Control. Нижняя поверхность сделана из текстурированного каучука. За время теста коврик распрямился. Волны ушли почти сразу, но если нажимать на ковер в некоторых местах, видно, что он не лежит плотно на всей поверхности. T40. Края не прошиты. Можно сразу отметить, что со временем они будут стираться, что собственно и произошло с ковром во время теста. Коврик получил дэмэдж от провода мыши оплетки. Виден клей на поврежденной грани. Как-то не особо продумано, что ковер, предназначенный для мыши, будет не способен выдержать процесс взаимодействия с ней. Сама ткань по ощущениям действительно может побороться с каплями воды и грязью. Толщина не указана производителем, но линейка показала 4 мм. Снизу привычная резина, которая должна держать ковер на столе. Спустя неделю эксплуатации волны на ковре уменьшились, однако так и остались заметными, даже визуально. MP510 – самый интересный ковер с зарегистрированной торговой маркой материала – Cordura. Крупное плетение, идеально прошитые края, эталон качества, как минимум среди конкурентов в обзоре. Действительно надежная и прочная ткань по ощущениям, вызывающая доверие. Толщина ковра 3 мм, снизу резина с привычным для ковров рисунком протектора. Логотип, который должен светиться, так и не обрел такое свойство. Возможно, ему не хватает света днем, если он работает наподобие фосфора. В Summary по качеству сразу можно сказать, что T40 продолжает идти по пути недоразумения. Волны, сдирающиеся проводом края – все это не уровень современных ковров, в то же время у него самая большая толщина. MP510 – самый интересный вариант и однозначно лучший в исполнении. Никаких волн, идеальное изготовление, одно удовольствие просто щупать его. Несмотря на то, что Fury щупать также приятно, он по качеству просто хуже девайса Cooler Master. Оно отличное и совсем незначительно, но хуже MP510. Переходим к поверхности в играх и офисных задачах. Fury показал себя шикарно во всех задачах, особенно с мышью Logitech G102 на 4-5 тысяч DPI. Возможно, что вес мыши просто идеально подходит под покрытие. Авага также показался шикарно, скорее всего просто мышь от Sven из-за веса давала чуть больше ориентира на контроль. Что скорость, что контроль, все реализуется в играх идеально, срывов не было, позиционирование точнейшее. Если бы я создавал под себя ковер плюс мышь, у меня получилось именно то, что мы имеем в связке 102 плюс Fury Speed. Сам ковер идеально лежит на поверхности, без намеков на освещение. Прошитый борт не режет руку. Идеальное решение по балансу с очень приятным ходом. T40 вполне стандартная поверхность для ковра. Достаточно быстрое, сопротивление больше, чем у Fury. В целом все хорошо, но опять же, шнур от мыши убивает верхнюю грань, а если шнур без оплетки, он может пострадать и сам. В Logitech 102 как раз нет оплетки на проводе, что хорошо для контроля, так как оплетка создает дополнительный вес. Но ее отсутствие добавляет риска лишиться мыши, который не хочется повышать ковром с плохим качеством грани. Что до мыши с оплеткой на проводе, провод регулярно цеплялся за грубые края и создавал дискомфорт. По столу ковер не перемещается. Не было замечено каких-либо проблем с контролем, либо скоростью. Волны не мешают, мышцы спроецированы так, что переваривают даже поверхность без ковра, но все же доставляют дискомфорт, как минимум эстетический. MP510. Очень специфическая поверхность. За счет крупного плетения ощущается довольно медленной, однако по факту скорости примерно такие же, что и на T40. Заметно, что мыши тяжелее двигаться по ней, больше всего сопротивления, но именно так и должны работать ковры для контроля, чтобы человек прикладывал нужный уровень усилия для остановки мыши там, где ему это необходимо. Непонятно лишь, почему производитель позиционирует данный коврик решением баланса, так как он явно подойдет не под каждую мышь, а большинство людей скорее всего вообще разочаруются и решат, что покрытие плохое. Однозначно поверхность для геймеров, которые ценят точность, уверенность в каждой точке, знают, где надо поставить мышь для попадания, а также какую выбрать мышь и как настроить ее под данную поверхность. Попробовать другую поверхность стоит. Мне понравилось, хотя есть ощущение, что скейты и мыши могут на такой грани страдать от износа. Также в случае с размером S, из-за того, что трение сильное и действует не только на мышь, но и на руку человека, который находится на ковре, он регулярно смещается влево, пока не упирается в клавиатуру. С большими размерами таких проблем быть не должно. В офисных задачах все три ковра показали себя хорошо. Единственное, на Fury Speed Edition пришлось бросить DPI на шаг назад, для большего комфорта. По части поверхности все три ковра справились успешно. Есть своеобразный подход у MP510, есть косяк с краями в Aegis и прекрасная быстрая площадка у Fury. Однако, такие моменты, как неаккуратные грани на Aegis, устраняют эту мышь на фоне конкурентов. Также нельзя поставить MP высший балл, так как покрытие подойдет явно не всем. Наиболее надежным в плане выбора показался вариант Fury. Выделил бы его в мои фавориты, хотя кому-то поверхность может показаться достаточно скользкой. Но опять же, у модели есть версия с контрол покрытием.
В финале мы соберем все баллы и выявим средний результат. Тессора стоит по всем позициям. Несколько плюсов ковра по сути заключаются в цене, толщине и неплохой поверхности. Если вы лимитированы в бюджете или выборе, на таком ковре можно играть, а если придет версия с прошитыми краями, тем более. Но волнообразность, отсутствие защиты на ковре в упаковке, проблемы с описанием на коробке – все это отбивает желание спонсировать данный бренд покупками их девайсов. Использовать данный ковер в качестве основного и вообще покупать не рекомендуется. Можно использовать как подставку, дизайн вполне симпатичный. Совсем другие ощущения вызвал MP510. После него захотелось пройти на сайт компании и посмотреть, какие другие девайсы выпускает бренд. Отменное качество, но поверхность действительно специфическая. В идеале такой ковер набрать после теста связки с несколькими мышами, конкретный манипулятор. Также у него была лучшая упаковка, без непонятных несоответствий и дырок. Лаконичный дизайн, все по делу. Кроме светящегося по заявлению производителя логотипа, цвет от которого я так и не увидел. Fury удовлетворит практически любого покупателя. Если вдруг не зайдет, есть стандартная версия Control. Прекрасная поверхность, хорошее качество. Собственно, этот ковер и остался в качестве основного, хотя попал он ко мне из ошибки магазина, так как изначально заказал версию Control. Все цифры в ролике отражают лишь математическую сторону вопроса. Слова сделаны одной личностью в определенный период времени и не являются полной гарантией правоты и абсолютной непоколебимости выводов автора. Главное, чтобы выбранные вами девайсы нравились именно вам и устраивали в тех задачах, для которых вы их покупали.